Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Есть ли смысл обсуждать то, как привычно прильнул Чангук к Тэхёну, или мы помолчим? Девятое место. Чангук буквально – это мой мужчина. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук сказал: «Я сказал, что наелся, но не сказал, что покидаю это место». Чангук просто хотел чуть больше посидеть рядом с Тэхёном. Седьмое место. Чангук и Тэхён меняют оригинальную хореографию и выполняют ее по-своему на концертах. Шестое место. Поведение пары. Когда Чангук хочет внимания Тэхёна. Скажите мне, а эти скрепыши по отдельности когда-нибудь бывают? Пятое место. Рубрика «Ревность». Четвертое место. Забота. То, как Чангук отдал свою единственную подушку Тэхёна, потому что он знает, что его медвежонок не может спать, не обняв подушку. Третье место. Новости. Пак Сак Джун упомянул Тэхёна, отвечая на вопрос, какого артиста он поддерживает больше всего. Это мой друг Тэхён. Пожалуйста, окажите ему большую поддержку, пока он не вернется. Будь осторожен во время службы и желаю тебе хорошей армейской жизни.
Как же я люблю эти большие глаза Чангука. Помимо Чангука из армии, жду и возвращения его длинных волос. Напомню вам о таком Тэхёне перед армией. Намджуно Тэйкук. Вы как один человек, только с разными именами. Каждый раз эти кадры согревают душу. Роулинг Стоунс назвали Чангука молодым гением, полиматом, титулом, которого давали только деятелям искусства с выдающимся талантом, таким как Леонардо да Винчи, Бенджамин Франклин, Стивен Хокинг. В этом кадре прекрасно вообще все. В чем секрет такого успеха BTS? Те требования, которые предъявляют к артистам из Южной Кореи, мне кажется, не предъявляют больше нигде в мире. У артистов в Европе, в США, в России не все так плохо, если сравнивать с кей-поп-индустрией. Ведь там никакой личной жизни, никакого отпуска, никакого курения, расслабления с друзьями в клубе. Попадешься – скандал, никаких неверных слов на публику. Неправильно выразился? Сматерился? Не так высказал свои мысли. Все, хейт, никаких женщин. Не дай бог кто-то из них решится пропиариться на тебе. Никаких личных предпочтений. Сказали идти в армию – пойдешь. Сказали выступить на конференции для блага страны – выступишь. Любой неверный шаг, любое неверное движение, любой неверный поворот – и все. Уже скандал. Создается впечатление, что азиаты живут только своими кумирами, больше в их жизни не происходит ничего, и вот по этой причине они так пристально за ними наблюдают. Ну а кумиры, или по-другому айдолы, это вообще как мясо в мясорубке. Их возят мордашками об асфальт до тех пор, пока основная часть из них не сломается пополам, и тогда берут на их место свеженьких, новеньких, готовых дальше пахать. А самое главное, там нет возможности быть собой. Ты живешь в теле артиста и каждый день перед фанатами произносить одну и ту же затертую, заезженную речь. Спасибо. Люблю вас. Кем бы я был без вас? Вот мой новый альбом.
Поэтому да, то, что мальчишки выжили в такой среде, делает их творчество еще более ценным, а нам, поклонникам, дает возможность смотреть на них, как, например, для подражания, и двигаться дальше. В чем же секрет их выживаемости? Не в работе, это точно. Очень много известных групп пашут не меньше, чем BTS каждый день, но легендами они не становятся. Мне кажется, они – одна из немногих групп, в которой есть душа. Они стали семьей. И во всех их поступках красной линией проходит забота друг о друге. Ну, знаете, такие семейные отношения. Ты меня достал, конечно, но я все равно тебя люблю. Вот отсюда их сила воли. Душа. Вот отсюда умение держаться и не сдаваться до конца. Их поддерживают не только фанаты, но и близкие рядом с ними. И дай бог, чтобы поддерживали еще многие годы. Когда Тэхёну что-то не по вкусу, его мимика лица отыгрывает на все 100%. Это стрижечка Пикси. Чангук – принц в реальной жизни. Разговор Арми с Джином во время мероприятия «Мэри Run Around». Арми сказала: «Поздравляю тебя с выпуском альбома. Я слушаю его каждое утро по дороге на работу, ты подбадриваешь и заряжаешь меня на весь день, делая его счастливым. Это заставляет меня мечтать о твоем втором альбоме. Я знаю, что ты очень занят, но с нетерпением жду этого». Ответ Джина: «Второй альбом? Подожди, я все еще продвигаю свой первый альбом, а ты уже говоришь о втором». Ха-ха, второй альбом. Ну, даже когда это промо закончится, я не смогу сразу же отправиться на концерт, поэтому, вероятно, займусь музыкальными проектами и песнями. Ах, я не знаю, сможет ли он выйти в следующем году, но я сделаю все возможное. Фанатка пожелала Джину: «Я хочу, чтобы ты знал, твое счастье – это наше счастье, поэтому надеюсь, что ты продолжишь заниматься чем-то таким же счастливым, как в эти дни». Джин ответил: «Спасибо, мне очень приятно слышать такие слова. Будьте осторожны, выходя из аттракциона». «Возьми меня за руку и не отпускай никогда, слышишь?» Фото Чангука, сделанные Тэхёном, очаровывают с первого взгляда. Сделано с любовью. Как Тэхён убирает волосы за ушко.
когда Чангук сделал первую татуировку. От мечты до арт-объекта. Чангук не только талантливый певец и танцор, но и настоящий фанат самовыражения. Его тело стало своеобразным холстом, на котором он выражает свою индивидуальность через татуировки. Летом 2019 года Чангук осуществил свою давнюю мечту и сделал первую татуировку. С тех пор он украсил свое тело более чем 10 уникальными тату, которые рассказывают историю его жизни и внутреннего мира. С тех пор его рука превратилась в настоящее произведение искусства. Каждый рисунок рассказывает свою историю, отражая внутренний мир Чангука. Каждая новая татуировка – это не просто украшение, это шаг на пути самопознания, выражения индивидуальности и внутренней силы. Глядя на его татуировки, мы видим историю жизни Чангука, его стремление, его любовь к искусству и способность выражать себя через тело. Он доказал, что татуировки – это искусство, способное передать глубокие мысли и чувства. Первая татуировка Чангука – это тигровая лилия. Символически она отражает его день рождения, а также его характер – красивый, но с оттенком грусти. Он признался, что в языке цветов тигровая лилия означает «пожалуйста, полюби меня». Эта фраза отражает его желание быть понятым и принятым таким, какой он есть. Каждая татуировка Чангука не случайна. Она имеет свой глубокий смысл, отражает важный момент в его жизни или его ценности. Чангук всегда говорит о любви к армии и не побоялся нанести название фандома на самое видное место. Фиолетовое сердечко как признание в любви к своему фандому. Логотип армии как еще одно доказательство его любви и признательности всем армии мира. Цифры 0613, дата дебюта BTS. Как мы видим, татуировки Чангука наполнены смыслом, который тесно связан с группой и фанатами. Переплетение слов Чангук вытатуировал на рукаве две фразы в виде X. Одна строка гласит «Make hay while the sun shines» – «Коси сено, пока светит солнце», аналог нашей поговорки «Куй железо, пока горячо». А другая «Rather be dead than cool» – «Лучше умереть, чем жить без страсти». Перекрещенные фразы «Rather be dead than cool» из песни Stay Away группы Nirvana и английская пословица «Make hay while the sun shines». Чангук не привык сомневаться в своих желаниях и просто делает. И делает все на отлично. Он берет от этой жизни все. А фразу «лучше умереть, чем жить без страсти» считает своим девизом по жизни. Скелетированные пальцы, сложенные в козу. Этот жест многие годы считается рокерским. Но также этот жест означает защиту от зла. Глаз может обозначать одновременно солнце и луну. Он знак дня и знак ночи. Среди возможных трактовок символа – свет, светило, звезды. Чангук – это не только талантливый артист, но и человек с глубоким внутренним миром, который он не боится показывать через свои татуировки и пирсинг. Даже его тень идеальна, СМИ от Ихёня. Задуши. Закадровые видео с Чангуком.
Шрамик Чангука. Тэйкук – это один и тот же человек, только с разными именами. Те руки сводят меня с ума. Тэхён с детьми. Кто-то. В мире нет ничего идеального. Тем временем линии челюсти Чангука. Привет. Поговорим о том, насколько Чангук силен и вынослив. Мы давно не говорили про эти взгляды, эта разница меня убивает. Тэхён чувствует себя неуютно, когда держится с кем-то за руку, но если это будет Чангук. Радуга в понимании Тэхёна.
Просто Чангук и его носочки с раздельными пальцами. Изумительное сходство. Так выглядит дефиниция слова «уверенность». Вспомним аэропортный стиль Тэхёна. Вы тоже чувствуете это напряжение? Второе место. Это так интимно. Тэхён держался как мог. То, как он долго смотрел на бедра Чангука, а потом взял и положил руку. Вообще ничего не заметно. Первое место. Во взгляде Чангука, который обращен к Тэхёну, всегда видно восхищение. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.